Всем привет, народ! Сегодня мы будем разговаривать о телеграм-боте DuckMyDuck, и у них недавно вышло новое обновление, появились у нас утиные стаи, но это то же самое, что альянсы, кланы, там, сквады. То есть можно это назвать как угодно, но называется это у нас стаи. Утиные стаи, где мы с вами объединяемся для достижения общих целей. Наша цель, конечно же, заработать. Ну и давайте сегодня обсудим эту тему, что здесь есть, какие подводные камни, как это все происходит, для чего это нужно и стоит ли вступать в стаи или все-таки стоит играть в одиночку. У нас на главном экране вверху появилась вот такая вот иконочка. Ну, здесь она у меня иконочка уже моей стаи, да, называется она 50 крипто. Сила стаи вот 7, и нас здесь 3 человека. Немножечко поиграв, я понял суть всех стаи, да, как к чему нужно стремиться. И сегодня вам об этом расскажу. Расскажу, что вообще я хочу сделать, потому что, ну, люди, находящиеся здесь, меня немножечко не устраивают. И расскажу, почему. Итак, для начала, что же нам нужно, чтобы вступить в стаю, либо создать свою собственную стаю? Нам для этого нужны утки. Минимальный порог для создания стаи — это uncommon утка, которая уже готова к стейкингу. То есть 5 уровня у нас, сейчас найду, вот у меня где-нибудь здесь есть, например, скорее всего, вот она, да. Uncommon уточка, вот сейчас я ее докачаю до конца, и она у меня будет готова к стейкингу, и тогда ее можно использовать в стаю. Отправить, либо создать собственную. Создать собственную минимум от uncommon утки вот 5 уровня получается. Вступить в стаю можно без уток, все на усмотрение руководителей и вообще самой стаи, что там вообще происходит. Итак, что же такое утки в стае, да, и как происходит с ними, потому что у многих там в чатах возникают вопросы. Смотрите, вы когда вступаете в стаю, если у вас есть требования, да, там в стае, что нужно внести такую-то или такую утку, да, либо вы создаете собственную стаю и вносите туда эту uncommon утку 5 уровня, то эта утка у вас из стейкинга, она пропадает, то есть вы ее навсегда отдаете в стаю. Все, вы ее обратно, возможно, в скором будущем что-нибудь придумают, что во время аирдропа их будут возвращать, может быть, а может быть и нет. Но на данный момент, вступая в стаю, если вы там сделали взнос в виде своей утки, uncommon утки, либо rare утки, либо даже common уточки, если просто уже находитесь в стае, то она там блокируется навсегда. Но сейчас допилит немножечко обновление, это тестирование, получается, всех стай, и сделают так, что мы сможем не то что вернуть ее, да, а если мы уходим из чужой стаи, из одной стаи и переходим в другую стаю, то у нас будет замораживаться эта уточка, когда мы уходим, а когда мы вступаем в другую стаю, она у нас размораживается и переходит туда. Но обратно мы уже ее пока, новостей таких нету, обратно мы ее пока не получаем вообще. То есть, если мы выйдем, все, она остается в стае, эта утка замороженной. Вот так вот происходит. То есть суть какова: мы дарим своих уток стаи. И что же мы получаем взамен? Вы скажете, зачем дарить уток стаи, потому что они нам приносят вот эти самые токены DMD. И зачем их вообще отдавать, нафиг это все нужно? Переходим, давайте в стаю и будем здесь обсуждать. Каждая утка добавляет силу стаи. От common утка 5 уровня, утка 5 уровня добавляет 1 силу. Uncommon утка 5 уровня добавляет 5 силы. Сколько добавляет редкая утка, я не знаю пока. У меня нету их даже, чтобы проверить, попробовать. Но все же она добавляет гораздо больше. И что мы тут, когда вносим утку, для чего нам нужна эта сила? Давайте будем идти по порядку. Во-первых, когда мы создаем клан, стаю точнее, когда мы создаем стаю, у нас всего одно место для принятия человека. Потом все эти места покупаются. Вот видите, у меня есть одно свободное место, оно было куплено нашей стаей, чтобы можно было добавить еще одного человека. И каждый раз последующее место становится все дороже и дороже и дороже. Места покупаются за корн. Принимать заявки на вступление можно принимать, можно не принимать. То есть это будет только по ссылке приглашения. Когда мы нажимаем «Принимать заявки на вступление», то есть человек свободно может попасть в нашу стаю. Также, чтобы создать стаю, нужен чат. Группа своя, новая абсолютно, которую никто еще не добавлен, вы ее создаете, загружаете туда администратором бота DuckMyDuck, и он там этой группой немножечко руководит, лишних оттуда убирает, кто не состоит в стае, плюс информацию выкладывает там по стае, и в этой группе мы можем общаться между собой. И вот, уточки наши, они дают одна uncommon утка, именно uncommon утка, анка 5 уровня, дает нам вот такую кукурузку. Это очко способностей.
очки способностей. Для чего они нужны, мы посмотрим дальше. Сила стаи. Ваша стая сейчас на 2124 месте в рейтинге. Ну, потому что всего очень мало. И вот она. Обратите внимание, добавленные утки в стаю остаются в ней навсегда. Вы не сможете вернуть их обратно в свою коллекцию. Вот и есть смысл. Но позже чуть отвечу на вопрос все-таки, для чего мне нужно вносить свою утку в эту стаю, если мне ее обратно не вернут. В обратную сторону можно получить очень-очень много бонусов за эту удочку. Сделать вклад. У нас есть общая казна в стае, в корне, в кукурузе нашей, получается. Сделать вклад. Это мы дарим нашей стае корн из нашей казны внутри аккаунта. Мы переносим его в стаю, то есть жертвуя тем самым корн. За корн здесь тоже приобретаются места, получается, вот эти вот дополнительные. И небольшие еще там всякие плюшечки. Давайте дальше будем смотреть это все. Вот, посмотрим историю, да. Есть история, получается, у нас здесь, видите, воруют кристаллы. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот, кто жертвовал, да, сколько, можно все посмотреть, кто сколько жертвовал корна, кто на нас нападал, кто сколько у нас украл, сколько мы напали, украли и сколько мы заработаем. И все, пошлите, пойдемте, давайте по нижним вкладочкам. Вкладочка «Обзор» — это вот у нас и есть та самая заглавная страница стаи, вкладочка «Остров». Изначально мы приобретаем здесь, получается, одно из очков умений. Покажу все это дальше потом. Твои драгоценности. У каждого на балансе в стае есть вот такие вот алмазики. Эти алмазики зарабатываются у нас, вот ниже сейчас пролистну, когда есть в наличии остров, сезон длится до середины июня, продлится сезон до середины июня, получается, вот именно по стаям и по этим драгоценным камешкам. А мы здесь каждое энное количество времени зарабатываем вот эти вот алмазы, фармим их образно. Любой член стаи может его собрать, и он делится поровну на всех членов стаи. Также, когда на нас нападают, у нас отбирают эти алмазики, и также, когда мы на кого-то нападаем, мы зарабатываем эти алмазики. На что мы можем тратить алмазы? У нас есть, во-первых, барабан стаи. Давайте перейдем. И какие здесь есть награды? Есть здесь анкью, получается, какая-то утка, там не знаю, как переводится это слово, да. Самая редкая утка. Есть шанс ее получить. Но если мы ее получаем, она переходит не в стаю, а переходит на наш личный баланс, получается, наших уточек. То есть вот в этом есть еще фишечка, одна стая. Также здесь мы получаем корн в наш общий котел. Также мы здесь получаем разные бонусы, бусты точнее, и бонусы для атаки, защиты и тому подобное. К сожалению, видите, здесь не вращается. Одно вращение барабана стоит 1000 этих вот алмазиков. Ну и давайте один раз крутану, приблизительно вам покажу, как это все выглядит. Потрачу, так уж и быть, 1000 алмазиков. И вот, допустим, кукурузка было бы замечательно. Да, одно очко способности выпало. Вот. Также вот 20 000 корна, есть common уточка в стаю, есть там вот 3, получается, слотика, скорее всего. Бонусов очень много разных, в принципе. Вот поэтому в стае, в принципе, состоять очень-очень даже хорошо. Здесь можно выбить нормальные такие бонусы. Дальше твои награды. Здесь есть лента наград, которую мы можем тратить, вот эти вот самые кристаллы, всего по 2000, по 2, по 4, по 10, тут, в зависимости от... по возрастанию идут до 20 000 вот этих алмазиков. Мы можем здесь приобретать лично для себя, получается, бонусы. 25 000 корна, 50 000 корна за 4000 алмазов. 4000 алмазов выфармить за несколько дней даже в нашей вот такой вот стае, в принципе, легко. А в больших стаях это довольно-таки быстро происходит. Вот. Но большие стаи мощные не берут просто так. Об этом расскажу чуть дальше. Также вот 75 000 корна, есть 50 звезд, 75 000 корна, 100 000 корна, 4 яйца 12 уровней, 100 звезд, 125 000 корна, 1000 дзен для, получается, у нас uncommon уточек для сведения редких уток, 100% свести утку, 150 000 корна и 8 яиц 12 уровня.
Вот, а из 8 яиц, в принципе, может даже джекпот выпасть. Вот смысл чего. Здесь мы получаем довольно-таки неплохие бонусы. Плюс, ну, когда мы все вот это вот выкупим, да, в ленте, мы можем крутить барабан. Здесь тоже, в принципе, может выпасть уточки. Так что в стае состоять, в принципе, можно. Итак, у нас RIF X2, получается, крипто 50. Мы владеем вот уже 81 час 39 минут. И собрано у нас вот 7889 вот этих алмазов. Не так уж и много, но у нас очень-очень маленькая пока стая. Я, скорее всего, ну, перейдем потом в группу, я, скорее всего, повыгоняю людей из стаи, потому что хочу добавить туда активных игроков, кто будет жертвовать корм, жертвовать уточек. У меня сейчас будут появляться 5 уровня утки, я буду их тоже сюда жертвовать, чтобы забирать вот эти бонусы. И все равно здесь будут какие-то плюшки, потому что это еще пока такое бета-тестирование образно этих всех штучек. Улучшение острова. Что мы здесь можем? У нас есть защита острова. Она что нам дает? Значительно уменьшает вероятность потери острова на 3 дня. Остров мы тоже можем потерять при атаке. Вероятность потери низкая. Дальше, море сокровищ удваивает полученные драгоценности при сборе на 7 дней. Все это стоит за звезды. Вот это улучшение все стоит за звезды, в принципе. Кривое зеркало перенаправляет атаку твоего острова на остров другой стаи на 1 день. Ну, в принципе, отзеркаливает нападение на другой остров. Вот сбор у нас драгоценностей. В нападении у нас 0 заработано, да, и вот можно собрать сейчас 576 через час. Идем дальше. Вот у нас атака. У нас сейчас остров именно куплен, поэтому можем ежедневно совершать одну атаку. Внизу есть усиление. Первое усиление нам помогает найти остров из списка, то есть мы можем выбрать остров из списка. А вот эти, к сожалению, видите, не могу тыкнуть, посмотреть, что они вообще дают. Так что не могу вам об этом рассказать. Дальше. Рейтинг островов. Здесь есть вот самый мощный остров. У них 18 тысяч уже мощи получается. И они уже собрали там 1,5 миллиона этих кристаллов. Довольно много там затарились, купили всего. Дальше. Переходим к способностям. У нас активная способность, это получается куплено остров. Остров стаи. Разблокируйте остров стаи и одну атаку в день. Я перед созданием покупал, чтобы была все равно хоть одна атака, пробовать, посмотреть, что это такое. Пополнить казну. Чтобы покупать вот эти вот все, активировать точнее эти все способности наши, нам нужен корн. Корн внутри нашей казны, то есть нажимаем, вот 30 тысяч корна стоит, и мы на 90% шанса, что негативный эффект от других стай не подействует на нашу стаю. Далее идем в разблокировать и смотрим. Вот видите, кукурузка та самая, давайте сейчас обновлю, а то не засчиталась у нас, получается, в боте, вот она появилась одна кукурузка. Итак, смотрим, что у нас есть. Есть здесь развитие, есть саботаж и есть остров. В развитии что у нас есть? Ну, вот этот щит я вам уже показывал. Второй далее идет для разблокировки. Нужно, получается, 3 нам вот этих очков умения, точнее способностей, чтобы его разблокировать. Оно на 25% на 24 часа за счет рейтинга сытых игр. То есть сытые игры — это когда мы кормим uncommon уточек и rare уточек, ну и выше. Выше uncommon уток кормим, когда uncommon и выше. То у нас там есть рейтинг, за который мы каждый день получаем медальки, которые можем крутить барабан с призами. Вот здесь на 25% увеличивает. Получается зачет очков в этом рейтинге. Далее, автомерч яиц 1 уровня. Либо, если у вас есть уже Дакер Пас, оно на 1 увеличивает автомерч. Тоже на 24 часа это, получается, активирует нам. И нужна еще одна uncommon утка. Необходима для разблокировки одна uncommon утка. Вот, идем далее. Также есть время разведения, сокращается на 3 часа. Здесь также автомерч уже на 2 уровня увеличивается. Здесь у нас сытые игры на 50%. Здесь у нас скорострел, время разведения сокращается до 6 часов. То есть вот, влюбленные уточки, когда у нас яйца любви несут, это все не приносит нам корна, так что быстрее проходит этот процесс. И дальше нужна рейр утка, автомерч яиц на 3 уровня. То есть если у меня сейчас на 1 уровне, у меня куплен Дакер Пас, самый дешевенький, у меня 1 уровня яйца автоматически складываются, да, а здесь будет плюс 3, то есть у меня до 4 уровня яйца все автоматически будут складываться. И здесь у нас в сытых играх 100% зачет.
дает. В принципе, вот это вот я хочу сейчас разблокировать. В принципе, оно очень-очень классное. Потому что я в сытых играх участвую, и оно, в принципе, нормально там дает. Оно раскорно насыпает хорошо. Плюс там выбивается инь-янь вот эти вот медалечки. Саботаж. Здесь, если мы начинаем прям дико с кем-то воевать, то саботаж здесь нужен. Что здесь дается вообще? У уток целевой стаи разведение занимает на 3 часа дольше. То есть, если вам кто-то занозил, вы начинаете нозить ему при помощи саботажа. Дальше на 24 часа на 10% уток целевой стаи становится недоступным для кормления и разведения. То есть 10% блокируют, получается. Здесь также у нас у целевой цели стаи разведение занимает на 6 часов дольше. То есть влюбленные утки на 6 часов. И здесь есть даже на 12 часов. И в самой пике вот 30%, по треть, грубо говоря, ваших уток вы не можете их ни кормить, не размножаться ими, ничего ими не делать. Но это прям действительно прям для каких-то воинов. Если вас кто-то постоянно атакует, можно вот так вот им напакостить. И остров у нас. Вот остров у нас открыт, он дает одну атаку в день. Дальше идет разблокировка, она дает у нас 2 атаки в день. Следующая разблокировка дает нам 3 атаки в день. И последняя нам дает, получается, 4 атаки в день. Но у нас пока слабенькая стая. Я вот остров взял, чтобы один раз было хотя бы, можно было это делать. Но здесь нужно качаться, больше, получается, мощи, чтобы можно было прокачивать вот эти вот штучки по атакам и уже зарабатывать нормально этих вот самых кристаллов. И переходим в стаю. Здесь у нас участники стаи, сила стаи 7. Мы добавляем если уточек, то у нас сила стаи увеличивается. И вот Жанна у нас, получается, не добавила вообще ни одной утки. И за все время, сколько вот существует у меня стая, внесла всего 8500 корна. Также есть я внес вот одну uncommon утку, одну common утку и внес уже 55 почти тысяч корна. И есть еще один человечек, Мартискас, получается. Он common уточку одну внес и 7700 корна. У нас есть еще одно свободное место. Но я, скорее всего, заблокирую. Больше принимать не буду, чтобы халявщики не залетали. Подожду до конца недели. Если эти люди не начнут шевелиться, то я их поудаляю со стаи. Не хочу с неактивными игроками. То есть жертвовать корн. Они кристаллы собирают, особенно Мартискас. Очень быстренько собирает эти кристаллы, да, а корн жертвовать не хочет. То есть вы видели, в принципе, уже 2000 можно было наковырять, забрать 25 тысяч корна себе. А он внес только 7 тысяч. То есть забрал 25, хотя бы половину, будь добр, верни в стаю, но, к сожалению, нет. Так что буду таких халявщиков удалять и буду набирать нормальную уже по заявкам, по внесению уток. И вот давайте расскажу. Сейчас принимают в чате в стае, и у некоторых есть требования. Обязательно нужно внести там 3, допустим, uncommon утки. То есть минимум 3 uncommon утки и пожертвовать 150 тысяч корна в стаю. И тогда вы можете вступить. То есть есть критерий еще больше. Рейр утка, 3 рейр утки, 500 тысяч корна. То есть чем мощнее стая, тем у нее серьезнее показатели для вступления. Но вот эти взносы, они нужны для того, чтобы открывать новые, получается, места для следующих людей. А утки, common, uncommon, rare утки дают мощь этой всю стаи. Так что я тоже, скорее всего, буду так делать, пока сделаю небольшие вступительные взносы. Скорее всего, хотя бы как у меня. Сейчас внесу еще одну uncommon утку и буду говорить от 2 uncommon уток и минимум там от 30-50 тысяч корна вступления, и тогда будем колотить мощную стаю. Пока закрываю, заявки не принимаю. К концу недели люди не будут шевелиться, их удалю, будет 3 свободных места. Так что, если что, пишите. Пишите сейчас, вот есть одно свободное место под комментариями в Telegram. В описании будет Telegram. Переходите, пишите под постами в комментариях, что хотите, и я вам скину ссылочку. Если, получается, требования не соблюдите, то буду удалять. Итак, сила стаи, все, казна наша показалась. Дальше, рейтинг. Тут есть вот рейтинг, где показывается вот 20 участников уже, да, у них 18 тысяч, получается, силы. И где-то здесь вот есть свободные места, несвободные. И вот я нахожусь на 2127 месте. Все стаи можно посмотреть. И журнал здесь все то же самое, все показывается, кто что делал у нас в стае. Итак, вот основной чат, получается, группы, точнее, нашей стаи, пак 50 крипто. И вот после того, как мы создали ее, тут
Получается, бот сам выкладывает, что вот я пожертвовал столько-то, да, что вот Жанна присоединилась по ссылке, приглашению, дальше стая вступила в стаю, я вот пожертвовал, дальше размер стаи увеличен и тому подобное. Вот доступ сбора драгоценностей вашего острова, то есть он сюда кидает оповещение, да, вы можете зайти, нажать кнопочку и собрать драгоценности, то есть не нужно постоянно заходить в игру и смотреть, кончилось время или нет, то есть может любой зайти. Видите, стая получила 87 драгоценностей после атаки, по-моему. Собрали 174, да, драгоценности с острова. Каждый участник стаи получил по 87 драгоценностей. На злое было. То есть все добытое делится поровну на каждого участника в стае. Вот так вот это примерно выглядит. В принципе, задумка интересна, очень оживила она игровой процесс. Сейчас очень много там обсуждений в чате, все там пишут, переписываются. И вот у меня готовятся утки. То есть у меня рэр утка есть, и я, скорее всего, ее отдам, потому что сложно будет накопить на следующую там легендарную утку. Я, скорее всего, эту рэр уточку, когда докачаю, я ее отдам в стаю. И также у меня есть еще одна где-то рэр уточка. Я ее тоже, скорее всего, подарю стае, чтобы увеличивать ее мощь. Вот, да, у меня вторая есть уточка третьего уже уровня, докачаю до пятого. Отдам, скорее всего, обе в стаю, пускай стая прокачивается, я буду дальше потихонечку здесь качаться. Ну и анкоман удочек сейчас лишних буду тоже туда добавлять. Лучше буду оттуда выдергивать корм, покупать на корм на рынке, получается, новых анкоман уток и их дальше развивать. Вот такой вот сегодня был обзор на Telegram-бот DuckMyDuck, на их новые стаи. Я вам крайне не советую заходить в подобные Telegram-боты, вносить сюда донат, потому что мне пришлось сюда донатить, чтобы Дакер Пас сделать, открыть дополнительные слоты и там покупать яйца фортуны и пару раз покупать уточек на рынке. Так что я вам не советую заходить в подобные Telegram-боты, вносить сюда донаты, не тратьте свое время, не тратьте свои деньги. Если все-таки есть желание присоединиться к моей стае, в описании будет ссылочка на Telegram, приходите, пишите под постом любым, хочу в стаю, в личке с вами все обсудим, скину ссылку приглашения. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.